Есть такой общественный стереотип, что молодому успешному мужчине обязательно нужна девушка какая-то 20-летняя, молодая. Если он выстраивает отношения с женщиной, которая его на 5, 10, 15 лет старше, то это либо альфонс, либо он ищет себе мамочку. На практике к психотерапевтам часто приходят молодые успешные мужчины 30-35, которые осознанно строят отношения с женщинами 40-45+. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня я побуду, так сказать, адвокатом таких пар. Мы с вами разобьем эти стигматизирующие стереотипы, и я расскажу вам 5 психологических причин, почему мужчина тянется и строит отношения с женщиной, которая старше его. Запоминайте, считайте эти пункты, а в конце видео я попрошу вас, чтобы вы написали в комментариях, какой из этих пунктов лично вы считаете наиболее важным в отношениях. В самом конце я расскажу о главной ловушке, в которую могут попадать женщины в таких парах, и об одной ошибке, которая может на корню убить влечение молодого мужчины. Интересно? Начинаем. Первое. Это эмоциональная безопасность и отказ от манипуляционных игр. Мужчины в 30-35 лет, как правило, уже порядком утомились от этих вот игр, когда девушка обиделась, а ты должен догадаться, почему она обиделась, должен угадать ее желания, должен что-то ей там доказать. Вот. То есть вот все эти какие-то кривотолки, непонятные такие непрямые послания, все это очень интересно, когда тебе 20 лет, вот такие вот какие-то интриги и оперетта, но со временем это просто кажется сложным. Зрелые женщины, как правило, уже могут, так сказать, словами через рот сказать, что им нужно, потому что у них выше уровень осознанности, они лучше понимают, чего они хотят. Многие уже имели опыт работы с психотерапевтом, они знают, какие у них есть травмы. Часто они прямо говорят, что вот эти вот вопросы для меня острые, потому что это там как-то связано с моей историей. То есть мужчина получает себе женщину, с которой может разговаривать как со взрослым человеком, где не нужно играть в эти вот игры, как вот с ребенком угадать, чего он хочет, если ребенок сам не знает, чего он хочет. В отношениях со зрелой женщиной мужчина получает такую тихую гавань. Дом перестает быть полем боя, вот какое-то местом этих эмоциональных баталий, где нужно постоянно доказывать какую-то свою состоятельность. Второе – это совпадение сексуальных пиков. Биология нам говорит, что пик либидо у мужчин это с 20 до 30 лет, у женщин с 35 до 45 лет. Понятно, что мы не какие-то там примитивные животные, чьим поведением императивно так управляет сексуальность, но это базис, на нем мы и стоим. Понятно, что есть еще определенные индивидуальные особенности, но тут также еще имеет значение то, что, как правило, зрелые женщины лучше знают себя, лучше знают свое тело. Женская сексуальность, в принципе, более сложна, и, соответственно, чтобы в ней разобраться, тоже нужно какое-то время, какой-то опыт. Также у зрелых женщин, как правило, меньше комплексов по поводу своего тела, поскольку есть какое-то принятие себя. Потому что вообще молодые девушки, и молодые парни, вообще молодые люди воспринимают секс часто как функцию, а свое тело как объект. То есть вот здесь вот у меня целлюлит, здесь у меня там что-то вот родинка. С возрастом женщина воспринимает себя более целостно, а к сексу относится как к атрибуту любви. То есть я таким образом получаю удовольствие. Для молодого мужчины психологически свободная партнерша, которая может получать удовольствие в постели, это невероятный магнит, потому что это снимает напряжение оценки. Третий пункт – это отсутствие гонки за папиком и самодостаточность. Часто молодые девушки в мужчине ищут такую, родительскую фигуру. Это часто бывает неосознанно. То есть мужчина должен меня как-то обеспечивать, устроить меня в жизни. Или даже если девушка сама себя обеспечивает, то он должен меня эмоционально постоянно спасать, постоянно быть каким-то человеком рядом со мной, который меня, так сказать, тащит. Взрослая женщина, как правило, имеет свою какую-то уже достаточно такую сложную, уникальную историю, свой быт, свои хобби, предпочтения, вкусы, то есть какую-то сложность уже определенную. И ей, в принципе, мужчина-то не особо-то и нужен, мужчина ей желанен. То есть зрелая, самодостаточная женщина находится рядом с мужчиной не потому, что он нужен ей, чтобы как-то он закрывал ей какие-то ее вопросы, а потому что ей с ним хочется быть. Естественно, что если мужчина не впадает в какие-то спасательские роли, он не хочет чувствовать себя функцией, он хочет чувствовать себя человеком, он хочет, чтобы отношения были субъектны. Два человека видят друг друга и находятся в отношениях, потому что они хотят получать удовольствие от этих отношений, от друг друга. Четвертое – это глубина контакта и интеллект. Люди в 20-25 лет, как правило, не имеют еще достаточного такого экзистенциального багажа, грубо говоря, житейского опыта. То есть девушки в 20 лет, они не имеют каких-то внутренних рефлексий слишком уж глубоких. Они, как правило, сосредоточены на внешних атрибутах, социальных каких-то веяниях, на том, как там устроена мода, как выстраивается иерархия в общении. То есть очень много такого внимания вовне, а внутренний мир он просто еще не успел усложниться настолько, чтобы там что-то можно было как-то внимание там уделять. Если же мы говорим о мужчине с условно здоровой психикой, 30-35 лет, если это успешный мужчина, то есть у
у него жизнь такая насыщенная, у него уже успевают накопиться какие-то внутренние, знаете, вопросы, эти вот противоречия и прочие там такие терзания, с которыми ему важно поговорить с кем-то. И он может найти собеседника в лице женщины, которая старше его, потому что с такой женщиной можно поговорить о своем каком-то опыте, о своих взглядах на какие-то умозрительные вещи. Кроме того, я заметил, что вот мужчины, особенно такие образованные мужчины, ведущие интенсивную жизнь, такую насыщенную, у которых есть дело, которым они горят, вот в возрасте после 35 лет все чаще говорят, что они становятся сапиенсексуалами. Такое вот слово означает, что они чувствуют, что их просто физически привлекают умные женщины, с которыми можно поговорить, с каким-то остроумием, с какими-то такими оригинальным взглядом на какие-то вещи. Естественно, ожидать какого-то пронзительной такой остроумия и проницательности от девушки 20 лет, не приходится. А теперь то, о чем я обещал рассказать в самом начале видео. В чем же главная ловушка, которая может поджидать взрослую женщину в таких отношениях? Иногда, если женщина не вполне свободна от этих социальных предубеждений, что рядом с женщиной, если мужчина младше, то это какой-то или альфонс, или вообще это как-то вот постыдно для обоих. Если женщина не вполне это осознает, не вполне это проработала, то она может неосознанно пытаться как будто бы компенсировать эту разницу в паспортном возрасте. Из страха потерять молодого партнера женщина может начать его усыновлять. Она берет на себя решение его каких-то проблем, начинает давать мудрые советы, начинает заботиться о нем. А забота всегда, знаете, это полшага от заботы до контроля. И в результате это приводит к тому, что она превращается в мамочку или учительницу. Соответственно, либидо сразу пропадает. И эти отношения перестают быть отношениями мужчины и женщины, превращаются в отношения матроны и подопечного. И прямо сейчас напишите в комментариях, какой из этих 5 пунктов вы считаете, независимо от возраста, фундаментом счастливых отношений. Эмоциональная безопасность, сексуальная свобода, самодостаточность. Если вы находитесь в отношениях с разницей в возрасте и чувствуете, что вот эта вот формальная разница негативно влияет на вас, какую-то тревогу вызывает, не ждите, пока эта проблема обретет какие-то серьезные масштабы. Записывайтесь ко мне на консультацию. Ссылка для записи есть в описании под этим видео. Иногда для решения этой проблемы достаточно осознать и увидеть те вещи, которые спрятаны в мертвой зоне вашей предвзятости. Если эта тема кажется вам важной, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.